Барселона пойдет за Бернардо Силвой, новый тренер Ливерпуля. Ювентус определился с заменой Аллегри. Топ-клубы охотятся за Мартином Эдегором. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор не собирается уходить из клуба и не рассматривает никаких предложений по этому поводу, сообщает авторитетное испанское издание Марка. По их сведениям, в Реале также не намерены расставаться с бразильцем и видят в нем одного из главных игроков ближайшего будущего. Также сообщается, что приход в стан королевского клуба французского нападающего Кильяна Мбаппе никак не отразится на будущем Винисиуса, который хотел бы сыграть вместе с Кильяном. Ювентус принял решение по будущему главному тренеру команды. Как сообщает Кальцио Меркато, руководство туринского клуба достигло принципиального соглашения с наставником Болоньи Тьяго Моттой, который в Ювентусе заменит Массимилиано Аллегри. Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году, и его последним клубом был французский ПСЖ. В сезоне 18-19 Мотта руководил командой парижан до 19 лет. С октября по декабрь 19-го возглавлял итальянский Дженуа, а в сезоне 21-22 Специю. Полузащитник Арсенала Мартин Эдегор может продолжить карьеру в другом клубе. Как сообщает журналист Экрем Канур у себя в соцсетях, норвежский футболист находится в сфере интересов сразу нескольких топ-клубов. В услугах Эдегора заинтересованы ПСЖ, Мюнхенская Бавария и Мадридский Реал, за который Мартин выступал перед переходом в Арсенал. Ливерпуль достиг устной договоренности с главным тренером лиссабонского Спортинга Рубеном Амаримом, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг у себя в соцсетях. По его информации, португальский специалист хочет перебраться в мерсисайдский клуб, который предложил ему контракт до лета 2027 года. На данном этапе Ливерпуль ведет переговоры со Спортингом. Напомню, что действующее трудовое соглашение Амарима с лиссабонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Ранее появлялась информация о том, что если заграничный клуб захочет пригласить специалиста на работу летом 2024 года, ему придется выплатить зелено-белым 20 миллионов евро в качестве компенсации. Барселона нацелена на приобретение полузащитника Манчестер Сити Бернарду Силвы грядущим летом. Каталонцы хотят активировать пункт об отступных в контракте Хавбека с горожанами, сообщает испанское интернет-издание Sport.es. По их информации, синегранатовые готовы заплатить за Силву 58 миллионов евро. Напомню, что ранее инсайдер Фернандо Поло в своих соцсетях сообщал о том, что Силва в предстоящее трансферное окно может перейти в каталонскую Барселону. Лондонский Арсенал в скором времени может продлить контракт с нынешним главным тренером команды Микелем Артетой. Обе стороны заинтересованы в этом. Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ и продолжает свой путь в Лиге Чемпионов, где в 1/4 встречается с Мюнхенской Баварией. Одним из главных авторов успеха канониров является главный тренер команды Микель Артета. Известный инсайдер Фабрицио Романо в одном из подкастов сообщил, что Арсенал и 42-летний испанский специалист вскоре могут подписать новый контракт. Ожидается, что Арсенал и Артета очень скоро обсудят новый долгосрочный контракт, потому что для всех заинтересованных сторон приоритетом является продолжение совместной работы, заявил Романо. Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин продолжает переговоры с клубом по продлению контракта. Последние выступления украинца продолжают убеждать руководство сливочных. В ближайшее время ожидаются хорошие новости по продлению контракта вратаря. На это указывает информация журналиста Гильермо Раи из издания The Athletic. Согласно этим данным, контракт Лунина с мадридским клубом должен быть пролонгирован в ближайшие дни.
Футболист демонстрирует стабильные выступления, что укрепляет уверенность в его долгосрочной приверженности королевскому клубу. 25-летний Лунин перешел в Реал из Зари в 2018 году за 8,5 миллионов евро. ПСЖ интересен вингер Наполи Хвича Кварацхелия. По информации Матина, парижане видят в нем игрока, способного усилить их атаку после ухода Кильяна Мбаппе. Также интерес к Хвиче проявляет Барселона. Наполи не считает неприкосновенным ни одного из игроков нынешнего состава. Хвичу оценивают в 100 миллионов евро. В случае такого предложения его отпустят. Наполи не хочет зависеть от решений грузинского футболиста по поводу возможного продления контракта, хотя сам Хвича готов подписать новое соглашение. Юлиан Нагельсманн, вероятно, будет выбирать между Баварией и сборной Германии. По данным Bild, немецкий футбольный союз в ближайшие 2-3 недели проведет с Нагельсманном переговоры о продлении контракта. Вероятно, Юлиан будет выбирать между возвращением в Баварию и продолжением работы со сборной. Нагельсманн хочет определиться со своим будущим до начала Евро 2024. Отмечается, что продление контракта Руди Фюллера с немецким футбольным союзом может стать положительным сигналом при переговорах с Нагельсманном. Робин ван Перси может впервые возглавить взрослую команду. По информации The Telegraph, бывший нападающий Арсенала и Манчестер Юнайтед может стать главным тренером Херенвена. Он уже провел переговоры с гендиректором клуба Ферри де Ханом. Они вместе играли за Фейнорд. В данный момент Ван Перси занимает пост главного тренера Фейенорда Ю-19. У него есть возможность перейти в команду Ю-21 в следующем сезоне. Джон Мерта покидает Манчестер Юнайтед. 53-летний менеджер подал в отставку с поста спортивного директора манкунианцев. Он покинет клуб на этой неделе. Ожидается, что должность спортивного директора займет Дэн Эшворт, работавший в Ньюкасле. Джейсон Уилкокс будет назначен техническим директором. Пресс-служба УЕФА на своем официальном сайте выступила с заявлением о возможном изменении количества футболистов в заявке сборных на чемпионате Европы 2024 года. Сообщается, что окончательное решение будет принято в ближайшие недели. Положительные дискуссии выявили различные точки зрения среди тренеров. Причем некоторые из них выразили желание увеличить размер состава, чтобы у него было больше возможностей для борьбы с угрозой травм и высокими физическими нагрузками, предъявляемыми к игрокам. Другие заявили, что предпочитают ограничить размер команды до 23 человек, указав на трудности в обучении и управлении группой с помощью дополнительных игроков, говорится в заявлении на сайте УЕФА.